Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека, и, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил делать то, что, как мне кажется, у меня лучше всего получается. А это рассказывать истории. Но в этот раз будут не выдуманные истории, а будут реальные истории из моей жизни. А именно, я буду рассказывать вам о том, чем я занимался, когда был маленький и когда была зима. То есть, как я назвал этот подкаст, «Детство зимой в России». Да, детство в 90-е, в начале 2000-х. Вот, я расскажу вам о том, чем я занимался, какие были разные интересные вещи зимой в моем детстве и тому подобное. Но прежде чем начнем, я бы хотел сделать очень важное объявление. Я объявляю новогоднюю распродажу на мое членство в Патреоне. Вы можете стать патроном всего за 50% от стоимости, если вы заплатите за 1 год. Как я уже говорил о том, что патроны поддерживают мой подкаст, я очень благодарен всем тем людям за это, и вы тоже сможете это делать сейчас. И за первый год вы сможете получить, если вы оформите всего 50% от стоимости. Вы сможете получить все транскрипты, вы можете участвовать в наших мероприятиях. И, кстати, через примерно 2 недели или через 10 дней у нас будет встреча со всеми патронами, в которой вы тоже можете поучаствовать. Вот, так что обязательно приходите, подписывайтесь. Время ограничено только до конца этого года, так что успевайте. И хотел бы отдельно спасибо сказать всем моим суперпатронам, таким как Лиз, Джоэл, Джош, Мэтью и Джефф. Спасибо вам большое, друзья. Ну что, дети, большие и маленькие, усаживайтесь поудобнее. Сейчас дедушка Сергей будет рассказывать вам о своем детстве в России зимой. Поехали! Важно заметить, что я буду рассказывать именно про детство, то есть я не буду говорить про то, чем я занимался, когда был подростком, когда мне было 13-14 лет. Будем отходить от такого, я бы сказал, английского понимания детства в том плане, что 11 и 12 — это все еще детство, а вот 13 — это уже подросток. Я думаю, это очень хорошо, конкретно в моем случае, коррелирует с пониманием детства. Итак, чем же мы занимались в детстве, когда я был... Чем же мы занимались зимой, когда я был маленький? Да много чем. Во-первых, когда начиналась зима, выпадало очень много снега. Как вы знаете, я вырос в Сибири, поэтому у нас уже в декабре было снега дофига. Вот, поэтому мы начинали с того, что мы, конечно, играли в снежки. Я думаю, это первая вещь, которую делают все дети зимой, когда очень много снега. Мы играем в снежки, то есть мы берем снег, делаем из него маленькие шарики и потом бросаем их друг в друга. Вот. Также мы делали снеговика, вот. Но не часто, не каждую зиму. Для снеговика нужен особый снег. Как вы понимаете, снег может быть очень разным. Он может быть очень сухим, рассыпчатым, а может быть липким. То есть для того, чтобы сделать снеговика, нужен очень липкий снег, который будет прилипать друг к другу. И тогда можно, да, скрутить хорошего снеговика. Конечно же, также зимой в нашем дворе мы всем двором, всеми мамами и детьми вместе заливали горку. Что значит заливать горку? Я вам сейчас объясню. Во-первых, как вы знаете, часто люди катаются с таких маленьких возвышенностей. Это не гора, но мы называем это горка, как холм. И когда много снега, можно садиться на ледянки. Это такая полукруглая пластмассовая штука, на которую ты садишься попой и держишь впереди руками часть. И ты так скатываешься с горы вниз.
с горки. Это развлечение мы называем катанием с горки. И когда ты маленький, ты еще не умеешь кататься на лыжах, кататься на сноуборде, ты только катаешься с горки. И у нас обычно во многих дворах советского типа были такие железные горки, на которых мы часто катались летом, маленькие такие горки. И эти же горки люди, конечно, превращали в ледяные горки зимой. И чтобы это сделать, нужно всем двором собраться, найти кучу снега, облепить полностью эту горку снегом и потом залить ее водой, чтобы она замерзла. И она будет скользить, и очень классно можно будет на ней кататься. И так обычно все мы делали. Мы делали это в детском саду, вот, когда я был маленький. И мы, конечно же, делали это тоже в нашем дворе. И я помню, как моя мама и я вместе, как мама моего друга, мы все там этой горкой занимались, заливали ее. Было очень классно. И когда мы закончили, нужно было подождать еще несколько дней, там еще подливать ее несколько раз. И когда она полностью замерзнет, потом мы выходим, берем наши ледянки и катаемся. Это было так классно кататься с этой горки. И сколько рук было поломанных и носов на этих горках, потому что, конечно же, ступеньки тоже были изо льда. Вот, поэтому многие дети падали, разбивались. В общем, было довольно-таки травмоопасно, но всем было все равно, потому что большую часть времени мы получали удовольствие от катания с горки. Вот. Кроме того, конечно, зимой это одежда. Мы всегда носили очень много одежды. У нас не было термобелья тогда, были простые советские подштанники. То есть то, что ты надеваешь под штаны. И эти подштанники были не очень удобные, и мы не любили это надевать, но потому что в Сибири зимой может быть до минус 30, минус 40, поэтому нужно было одеваться как капуста, да? Мы говорили, как капуста, значит, у тебя много слоев одежды. И часто, конечно же, на ноги мы надевали валенки. То есть вы можете подумать, что валенки — это такая устаревшая одежда, но на самом деле я помню, что все дети в моем детстве носили валенки. Это было абсолютно нормальным видом обуви. Если вы не знаете, что такое валенки, валенки — это такая традиционная русская обувь, которая сделана из плотно спрессованного, я думаю, да, это плотно спрессованная шерсть, мне кажется, овечья или кого-то другого, я не буду врать, не знаю. Но вот очень-очень плотно спрессованная шерсть, и из нее делают такую обувь, очень легко ее можно одеть, снять, вот, и очень теплая она. И мы все, конечно же, когда были маленькие, бегали в валенках. Кроме того, конечно, очень важной частью зимнего детства зимой, это был Новый год. Как вы понимаете, это было самое главное событие года для детей. Не Рождество, а Новый год. Я уже объяснял об этом в моем видео на YouTube. Если вы не видели, можете его посмотреть. Я оставлю ссылку в описании. И Новый год — это очень классный праздник, когда ты ребенок особенно. У тебя очень такое классное новогоднее настроение, потому что ты знаешь, скоро школы не будет как минимум 2 недели. Иногда 3 недели мы не ходили в школу зимой. И будет много подарков, будут конфеты. Мы очень часто дарим друг другу наборы конфет. Ну как, мы не дарили, мы были дети. Мы дарили маленькие поделки, которые мы делали в школе нашим мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Вот, а они нам дарили настоящие подарки за баксы, так сказать. Вот, я помню, когда я был маленький, я так мечтал о многих разных подарках. Зимой всегда писал письмо Деду Морозу. Вот как пишут письмо Санта-Клаусу, мы также писали письмо Деду Морозу. Вот, и да, я просил его о рации. Как-то раз я получил рацию, то есть это как walkie-talkie. Я просил его о многих вещах, я сейчас уже не помню. Одним из моих самых любимых подарков это была машина на пульте управления. Был такой джип, который я мог управлять с помощью пульта. И он ездил туда-сюда.
Это был очень классный подарок. Вот. Я искренне верил в Деда Мороза. И, конечно же, украшать дом было очень всегда приятно, наряжать елку. Кроме того, елка в России носит не только понимание как вот конкретного дерева, которое мы украшаем, а также это детский праздник. То есть мы говорим ходить на елку, потому что много маленьких детей часто ходили на такой праздник предновогодний, где, конечно же, была елка, и там были разные, может быть, игры, какие-то спектакли, дети в чем-то участвовали, и мы называем это ходить на елку, то есть мы принимали участие в новогодней елке, в таком понимании, как в событии, в мероприятии. И это тоже было весело, когда ты ребенок, это, мне кажется, было довольно круто. И, конечно же, новогодняя еда. Это было очень-очень классно. Ну, не буду говорить много про Новый год. У меня есть отдельные видео и подкасты об этом. Может быть. В любом случае, давайте дальше. Конечно же, после Нового года наступают у нас что? Новогодние каникулы. А что мы любим делать на новогодних каникулах? А много всего. Во-первых, да, забыл сказать, что тоже больше очень важная часть вот зимы, наших зимних, так сказать, зимних хобби — это фейерверки. И когда мы были маленькие, конечно же, фейерверки покупали наши папы, и они взрывали их обычно во дворе, и это было очень круто, и это было очень опасно. Потому что один раз, когда мой папа взрывал фейерверк, он упал на бок и начал стрелять просто по всему двору. Я думаю, что в тот вечер мой папа посидел вот как минимум на 50%, потому что он боялся, что кто-то умрет. Но все было хорошо. Вот, но когда мы чуть-чуть подросли, когда нам было уже, может быть, лет 9-10, мы начали покупать бомбочки. Бомбочки — это такие маленькие фейерверки, такие маленькие палочки, которые ты как используешь, черкаш от спичек, ты так делаешь, и они так поджигаются, и потом ты их бросаешь, и они взрываются. Опять же, очень небезопасная вещь, особенно для детей, но в то время у нас никто не думал о безопасности, и продавали всем детям бомбочки без проблем. Мы покупали как очень маленькие бомбочки, так и очень большие бомбочки. И что мы только не вытворяли. Мы эти бомбочки засовывали в бутылки стеклянные. То есть мы берем так вот, подготовили бутылку в одной руке, а в другой мы поджигаем бомбочку, забрасываем бутылку, быстро снегом эту бутылку закрываем или чем-то еще и бросаем ее далеко в воздух. Бутылка крутится, 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 а потом в воздухе взрывается. И мы такие Вот, такое было немножко сумасшедшая, небезопасная вещь, но нам очень нравилось. Вот, конечно, нас ругали за это, но мы это делали. Вот, да, кроме этого, конечно же, зимой мы часто играли в хоккей. Да, я очень любил играть в хоккей, кататься на коньках, конечно, в первую очередь, и играть в хоккей. Я думаю, что в России почти все мальчики, ну, не знаю, один хотя бы раз играли в хоккей в своей жизни, вот, и я очень, ну, не то чтобы хорошо, но довольно нормально играл в хоккей с друзьями. Я думаю, наверное, почти 4 или 5 лет подряд каждую зиму мы ходили играть в хоккей. И у нас в Сибири популярен не такой хоккей, как вот, наверное, самый известный хоккей с шайбой, да, где такая плоская черная штука, это не мяч, да, это вот шайба называется, и очень длинные у них клюшки. А у нас в Сибири популярен бенди, такой разновидность хоккея, где, во-первых, поле, мне кажется, поменьше, а может быть, оно такое же, но клюшки, они больше похожи на такие леденцы закругленные, которые по-английски называются... Как же это называется? Я не помню. Ну, в общем, да, можете загуглить бенди хоккей, и там мы играем мячиками. У нас красный мячик обычно, не шайба. И да, мы играли всегда в этот хоккей, в бенди. Было очень весело. Было, конечно, тоже много раз, когда мы
драться начинали. А хоккеисты, когда дерутся, это намного опаснее, чем футболисты. У футболистов есть только руки и ноги. У хоккеистов есть клюшки деревянные, есть коньки острые. Так что, было иногда очень-очень опасно. Но, слава богу, никто не умер, но кровь точно была. В общем, да, если вы смотрели сериал «Слово пацана», я часто люблю сравнивать, что мое детство, конечно, не было таким жестким, как в этом сериале, но, думаю, 10% из того, что там показывали, у меня точно было. Вот. То есть драки с гопниками, это тоже... Кстати, да, важная вот часть зимнего детства в 90-х это драки. Не знаю почему, но мы очень любили драться, особенно зимой. Видимо, потому что зимой на снегу немножко не так больно падать, хотя, конечно, когда холодно и в снегу тоже неприятно. И мы часто намечали друг другу стрелки. Я помню, после школы мы выходили за школу, и там мы дрались, пинались, толкались, и, как правило, потом мирились после драки. Я помню, как я дрался с одним моим одноклассником по имени Федя. Федя, если ты каким-то чудом слушаешь этот подкаст, привет тебе. А после драки, я даже не помню, почему мы дрались. Мы спокойно уже вместе ехали в троллейбусе, разговаривали, как будто бы ничего не случилось. Вот. Так что не знаю почему, но часто зимой были драки. Я думаю, потому что, в принципе, у нас школьное время в большей степени проходит зимой, да, потому что у нас в Сибири, как я сказал, вот снег падает уже в декабре точно лежит, но иногда уже в середине ноября лежит снег, вот, и до конца марта. Поэтому как бы зима у нас долгая, 4 месяца, я бы сказал точно. Вот. Кроме того, особенно в нашем детстве, в детстве моего поколения, конечно же, очень важной частью был Гарри Поттер. Да, вы правильно слышали, потому что многие фильмы Гарри Поттера выходили зимой на рождественские каникулы, а мы их смотрели на новогодние каникулы. И я помню это классное чувство, когда мы с друзьями вместе идем в кинотеатр на новый фильм по Гарри Поттеру, мы такие «е-е-е!». Мы были очень рады. Еще, когда я был маленький, мои родители учили меня не только кататься на коньках, но они учили меня кататься на лыжах. Я помню, как еще в садике, то есть в детском саду, после него мы вечером ездили на гору, и там у меня был инструктор, и мы катались на лыжах. Представляете, я думаю, это было 6 часов вечера. Мы ехали далеко, там, наверное, час езды от города, катались на лыжах и часов в 9 или в 10 часов возвращались домой. Когда мы успевали что делать, я вообще не понимаю. Ну, наверное, потому что у нас не было кошек и собак. Поэтому нам не нужно было никого выгуливать, кормить. Просто они забирали меня из садика, и мы ездили вот на горнолыжку кататься на лыжах. И да, я думаю, что я в 6 лет я уже умел кататься на лыжах. Это было нормально для нас тогда. Вот, мне очень нравилось кататься. На горных лыжах, конечно. Я помню, когда первый раз мой папа показал мне беговые лыжи, да, когда люди не катаются с горы вниз, а просто ходят на лыжах. И я помню, мы идем на этих лыжах. И я говорю: папа, а когда будет подъемник? То есть подъемник — это такая штука, которая поднимает тебя в гору, такая аппарат, да, и потом ты можешь спускаться вниз, как такой фуникулер или просто палочка. Я говорю: папа, когда будет подъемник? Папа смеется и говорит: подъемника не будет, мы не будем кататься с горы, мы просто ходим на лыжах. Я такой: мне это не нравилось, конечно. Вот. Еще очень классная вещь была зимой, я помню, это мы любили ходить в гости к друг другу. Да, очень часто нам дарили на новогодние праздники видеоигры, потому что мы просили видеоигры, и потом мы ходили в гости и играли в игры. То есть я прихожу к другу, мы садимся за компьютер, он слева, я справа, и мы вместе смотрим, вместе играем. То есть он играет, я смотрю, потом я играю, он смотрит, потом друг ко мне ходит в гости, мы играем в игры. Вот, и это было очень-очень классное чувство, потому что в то время
у нас, был, конечно, интернет, может быть, какой-то, но не было такого сильного, как сейчас. Поэтому сейчас, когда люди играют в игры вместе, каждый у себя дома, у себя за компьютером, тогда мы не могли это делать. Мы ходили друг к другу в гости, мы садились за компьютером и вот как бы проводили время вместе. Конечно, мы были перед экраном, что, можно сказать, нехорошо, но я считаю, это было очень классное время, потому что, мы действительно как бы проводили время друг с другом. Конечно, мы проводили много времени на улице тоже, но я не думаю, что это была очень плохая вещь. Вот, по крайней мере, мы были рядом. Физический контакт был, я считаю, это очень важно. Вот. И кроме того, когда мы стали уже немножко постарше, я думаю, в классе в 6 или в 5, мы начали интересоваться телефонами. Тогда был такой бум телефонов, всем хотелось какие-то новые интересные телефоны. И я помню, что после школы мы часто ходили в эти магазины, где продают телефоны, и тогда смотрели: «О, такой новый телефон, а вот тут такой новый телефон». Сейчас скучно. У всех айфоны или андроиды, какие-нибудь самсунги, и там за редким исключением еще какие-то моторолки бывают, пробиваются, или Nokia, но это очень мало. А в то время было такое разнообразие разных там Сименсов, Моторол, Sony Эриксонов, у каждого был свой дизайн, свои какие-то штуки, какие-то игры. Это было очень интересно. Нам не были интересны машины, по крайней мере, мне нет, но вот телефоны были очень интересны. Мы ходили, смотрели в эти магазины на новые телефоны. Я помню, почему говорю зимой, потому что это часто было именно зимой. Я помню, как мы шли, мы брали эти брошюрки про эти телефоны, потом дома смотрели или между уроками и такие: «Вау, а этого телефона там 2 гигабайта памяти, вау!» Было такое чувство, очень классное. Вот. И еще одна вещь, которую мы делали иногда, но опять же, когда стали постарше, мы начали прогуливать классы. Да, прогуливать — это значит, когда у тебя должен быть урок сейчас в школе, а ты не идешь на урок, ты идешь куда-то там в другое место, ты как бы убегаешь с уроков, да. И это, конечно же, плохо. Ты не должен так делать. И если вы маленький мальчик, слушайте, вы не делайте так. Но вот дедушка Сережа, когда был маленький, иногда, не часто, иногда мы прогуливали уроки. Я вот как сейчас помню этот момент, когда, я думаю, это был, наверное, уже февраль, конец марта, начало марта, мы с моим приятелем прогуляли классы. И я помню это чувство. Это такое смешанное чувство страха и радости. Тебе так страшно, что тебя поймают, что тебя накажут, но в то же время так весело, так хорошо, такое неописуемое чувство какой-то свободы, понимаете? Вот. То есть, когда мы уже в старших классах прогуливали уроки, там, не знаю, в 9, в 10, прогулял, как бы там, нашли, узнали, что поделать. Вот. А тогда это было первый раз, это было такие сильные эмоции, так ты казалось, что ты просто делаешь что-то запретное, просто вот невероятно. И я помню, когда мы прогуливали, что мы часто делали? Мы ходили, конечно же, в компьютерные салоны, там мы платили деньги и играли в игры вместе, иногда мы ходили в кино, и просто ходили, гуляли, не знаю, болтали, покупали мороженое. Кстати, очень важная вещь, очень хочу вам заметить, друзья, что в России, когда мы были маленькие, да и сейчас, мне кажется, тоже, зимой у нас очень много магазинов с мороженым. То есть на улице минус 10, минус 20, а люди стоят и покупают мороженое. Вы подумаете, вы что, с ума сошли, русские? Вам что, реально не холодно? Нет, холодно, конечно, но вы должны понимать, что мороженое, оно, конечно, холодное, но это очень высококалорийный продукт, да? Там у нас есть что? Там, во-первых, жир, да, молочный жир, там сахар, часто там разные сухофрукты, еще что-то. И, конечно, первый момент ты ешь, тебе чуть-чуть холодно, а потом тебе тепло. Поэтому сейчас, когда мне жарко, например, я съедаю мороженое, я думаю: о, охладился, нифига. Через 30 минут мне еще жарче становится, потому что весь этот жир, этот сахар, все эти калории начинают активизироваться.
Поэтому, да, на самом деле мороженое вас может согревать, как бы парадоксально это ни звучало. Вот. И последняя вещь, конечно, очень важная для меня лично, это мой день рождения. Так как мой день рождения 22 февраля, то всегда для меня февраль — это месяц моего дня рождения. Сейчас это уже не столько важно, конечно, но когда был маленький, да, ты ждешь свой день рождения, ты знаешь, что это особый праздник, что к тебе придут друзья, что вы будете сделать что-то такое классное. И мой папа, спасибо ему большое, очень часто организовывал очень классный день рождения для меня. Конечно, мама тоже, но имею в виду, что вот, например, папа водил нас на paintball, да, или paintball, как мы говорим по-русски, paintball, да, в общем, когда мы стреляли из этих автоматов с красками, шарики с краской были там. Мы ездили на пейнтбол с друзьями. Когда был я поменьше, устраивал клоунов. Он приглашал клоунов ко мне на день рождения домой. И клоуны нас развлекали, что-то делали. Моя мама, конечно, всегда готовила вкусную еду. Она готовила пиццу. Я помню, как мы любили есть мамину пиццу с сосисками и сыром. Да, в общем, это очень классное время. Я всегда помню, что вот зима — это мой день рождения, это февраль. И да, очень-очень теплые воспоминания. Ну, друзья, у меня получился довольно долгий подкаст. Я рассчитывал, что это будет короче, но видите, у меня очень много разных воспоминаний из детства. Как вы знаете, я уже сказал, дед Сергей любит рассказывать о его приключениях, воспоминаниях. А вы также можете поделиться вашими переживаниями, впечатлениями, что вы любили делать в детстве зимой, какие у вас какие-то праздники, хобби, какие-то интересные вещи, которые вы помните из детства, именно из зимнего времени. Напишите об этом в комментариях, либо в Spotify пишите комментарии, либо на YouTube, если вы смотрите это на YouTube. И можете также отправлять нам свое аудиосообщение на мой email inrussianfromafar@gmail.com. Там вы можете рассказать нам более подробно в аудиоформате. Потом мы здесь запостим и послушаем. Спасибо вам еще раз, друзья. Желаю вам хороших праздников, счастливого Рождества и, конечно же, счастливого Нового года. Вот. С Рождеством, с Новым годом, повторюсь еще раз. До скорого. Не забудьте про акцию, да, можно оформить годовую подписку за 50% на Patreon. Получить транскрипцию к этому эпизоду и ко всем другим. Очень важная штука. Все, еще раз. Пока-пока.